Я Ганиева имени. Мои родители жили в Бахчисарае. Брат, сестра, сестры там. Когда высылка была, не высылка, а кулак. Когда раскулачили, он ушел оттуда, приехал Асанбай, там купил 2 комнаты и жили там. Вот. А потом переехали в Соллар. Соллара уже брата забрали в армию, он служил в Севастополе, Черноморский флот. Там уже война началась, он оборонил Севастополь. И когда немцы захватили этот Севастополь, они пошли в эту туннели. Больше 300 с чем-то дней там были. Целой дивизией. И сверху бомбили, а бомба не брал. А потом немцы думали через море топить их. Сталин слышал об этом и говорит, что сдаваться. Они сдались, и там не мало, не 10, не 20 было, а целая дивизия была солдат. И это я уже скажу. Один край Севастополя, другой Симферополя было. Вот так, вот столько пленных они забрали. И загнали их в картофельный городок. Картофельный городок, там не знаю, какой это. Вот, они там были и стошенные, голодные. Каждый день умирали. Утром самосвал ходит, забирает это все мертвых и в яму куда-то всыпает. И брат тоже притворился, и тоже как мертвый, его тоже грузили на самосвал и вывезли И оттуда он уже убежал ночью среди мертвых. Он убежал. Вот. И опять пошел к своим отрядларам, куда, не знаю. Вот. А теперь нас. Мы жили в Солларе. Вот. В Солларе днем были... война началась днем немцы, а ночью партизаны. Вот. И как-то партизаны держали Соллар целые недели, не пустили немцев. И отец мой был такой работяга, здоровый мужчина. И каждый день, не каждый день, через день одну барашку резал им. Вот. А мама готовила им еду. Партизаны. Вот, ага. И потом уже теперь уже, когда уже уехать, вот я не знаю, вот здесь объявлены dört köşe bir şeyleri var idi, как это, партизанların, как она называется, bilmiyorum. И вот он дает папе деньги, не знаю, 30 рублей, не знаю, 300 рублей, а отец не берет. Отец не брал. У вас командир жил? Да, командир. И он, значит, когда папа не видел, он вешалкана сзади сунул, и через день или через 2 дня мама увидела вот это деньги. Папа спрашивает, а что за деньги? Отец говорит, они мне, говорит, дали, и я, говорит, не взял. Значит, они, говорит, туда положили. Вот это их деньги. Подарили трубку, дедушка подарил. Да. Ваш папа подарил трубку командиру. А я не помню это. И
Вот так. А нас уже хотели после этого Соллар сжигать. Отец переехал в Бахчели, сейчас богатый. Вот, там жили, не знаю, месяца 2 или 3 или 4 ли. И один ночь калитку стучат. И говорит, папа вышел, кто там? А там один, сейчас скажу, Федя Яблонский. Федя Яблонский, он был добровольцем. Федя Добровольский говорили. Он, дайте, говорит, мне переодеваться. Не знаю, отец дал или не дал, это я не знаю. Вот. А к утру уже опять стучат в двери. Папа говорит, смотрит, часы, уже 4 часа. Пора уже, говорит, вставать. И он встал, оделся. А тут 2 солдата говорят, что, говорит, дверь не открываешь с угрозой? Оружие прочь. Я говорю, какое оружие? Ищи, говорит, оружие. Если найдешь с этой оружием, убивай меня, стреляй. Они открыли комод, там посмотрели, искали. Папина бритва была. Бритву взяли. И еще ремень какой-то, точить, бритву. И это забрали. И, говорит, 15 минут вам, говорит, на сбор. А отец говорит, как, говорит, мой сын, говорит, воюет, а семью высылает. Это, говорит, не наше дело, сталинский приказ. Высылает всех татар. Отец говорит, я пойду, найду, говорит, командира, скажу. И он пошел. И командир говорит, это, говорит, сталинский приказ, мы не имеем отменять. Вот. Всех, говорит, татар высылает. Я, говорит, сейчас машину тебе дам, говорит, грузи, что можешь, кроме мебели. Все, что можешь, грузи. И отец грузил, конечно, машину, сколько мог. И машина вывоз, и табачный сарай выгрузили. А там уже в 12 часов машина подъехали, 6 семья в одну машину грузить. Вот. Ну, отец уже раздавал там по другим машинам. И вот так и поехали. А осталось дом, осталась корова. Как раз тут ночь корова телился. И корова осталась 26 улей. Ящик ули осталось. 8 корзин ули остались. Все мебели, все сеянные, картошка, мартошка, все остались. Вот. Теперь уже нас. А мама плачет. Сын в армии служит. Дочка замужем Кокташе, а второй дочка учится в Харасу-базаре. Вот. Дома нет никого. Как мне жить? И плачет больше. Нас тоже будут стрелять. Нет, нас тоже будут стрелять. Но ничего. И когда уже грузили, нас везут, по-моему, Джанкою сели на поезде, точно не знаю. Вот. А мама кричит, Нурие, когда это уже доехали, Харасу-базар, Нурие. И, в общем, Нурие слышал, и он, когда уже Джанкоя приехали, он нашел каждый вагон, она и нашел нас. Ну и с ними поехали. Ехали, не знаю сколько, брать не буду, обманывать не буду. Вот доехали до Молотовской области, Молотов. А там на баржу грузили, на баржу ехали. Вот Кама, озеро Кама, на барже. Река. Река. И отец
заболел, не знаю. От нерва, наверное, нервничал, заболел. И отцу хотели бросить в речку. В реку. А мы начали плакать, там кто были все. Да он не умер, да зачем, да этот комендант. А отец поднимает голову и говорит: у меня на сердце царь Николая жир есть, я еще не умру, у меня семья есть, еще надо за ними заботиться. Деда. И, в общем, доехали до Гайна, а там уже поселок Чертан. И Чертан привезли, разгрузили нас в бараки. А в бараке так много как их называется? Ну, в общем, и там и мши, и все, черт знает, что там не было. Блохи. Ага. Ну, потом уже, в общем, коменданту отец очень понравился. Приехали и говорит, Меджид говорит, что умеешь делать? Умеешь кузнецом работать? Он говорит, могу. Он кузнецом работал и деревянный уголь делал. А я уже маленькая, сучки сжигали. А сестра моя старшая, она уже училась, она была приемщиком в складе. В складе он приемщиком. А потом уже, потом меня забрал возле себя маркировщиком. Я маркировала лес. Вот. А потом уже пошла, а мне позвали нарочным ходить. Тогда не было, телефона не было, сводка надо носить. С Чертана Булатовка носила я пешком. 25 километров через 3 деревни надо нести. 25 километров. Я носила, потом я узнала короткую дорогу, вот уже по лесу, только по лесу. 15 километров я иду уже туда и сюда. Потом мне уже дали карточки каждые 15 дней. Карточки иждивенские, рабочие карточки. И зарплата рабочим. Вот я это все носила на котомке. Мне делали котомка с мешка. Носила и деньги, и карточки. И все люди знали, что я принесу деньги, карточки, контора полный народ. Ждали, когда вот принесу. И ни один не вышел, не отнял у меня ни котомку, ни деньги, ни карточки. Вот. И мне дают карточки, деньги, я малограмотный. Я когда считаю, когда не считаю. И котомку положил и пошел. И ни один раз меня не обманули, ни рубля, ни одну карточку не обманули. Вот как-то я когда считала, упала одна под стол. Я не видела. А тут бухгалтерша говорит, и меня говорит, у тебя карточка под стол упала. Вот какие честные люди были. Вот так и жили. А потом уже, когда брат искал нас, нашел, после фронта нашел нас, что мы в Узбекистане искал, нет. Узнал, что мы на Урале уже вызов дал нас забрать. Вот. А тогда уже мама умерла была, 55 лет, в 47 году. А отец 70 лет
тоже умер. Он слышал, что вызов, а мама не слышала. Мама плакала, только, говорит, чтобы... Только узнал бы, что он живой. Вот. Уже хоть не увижу, хоть бы узнал, что он живой. Но он и не узнал, что он живой, и вызов, а отец знал. Вот. И как-то послал мне старшая сестра нам посылку. Посылку послал. 50 километров. 50 километров. Я пошла, вот мне тогда уже 17 лет было. Я пошла пешком 50 километров. Снег, 40 градусов, около 40 градусов мороз. Я пошла, как его... Что послали, Деда Мороза? Посылку послали. Посылку взяла на котомке и 8 килограмм. 8 килограмм на спину по лесу опять. И вот принесла. Ну, что сказать. Что я знаю, то сказала была. Может, я что-то забыла, может, вы, может, что-нибудь скажете. Я забываю уже, конечно. Тогда была маленькая, не помню кое-что. А сейчас уже кое-что помню. Я пишу. Вот целый тетрадь у меня, целый тетрадь, вон. Все, пишу. А вот рассказывать уже... И... Так, что я сейчас скажу? Мына Уралдағы, вот Уралдағы yazған едім мында бар. Мен Уралда яшадым, таш топырағын шайпадым. Картоп чөплеп ашадым, яз жанымны құтардым. Мен Уралда яшадым, ет яғаны көрмедім, суығаны ашадым, яшылығымны кечірдім. Аға қардаш бабалар ватанını құрчалай, жанларына acımay, елек ола çok жанлар. Vatanım деп жын кетті, ватаным деп жан берді. Ватанından ayırdı, қарт яшыны қорантасын жоқ етті. Сталин деген yolbaşçı söktü millet tamırın, sürgün etti çırçıplak bala çağa kartını. Maşinalar aşıktı, ev eşyalar jayıldı. Hayvanlar da mağraştı, köpek mışık ağlaştı. Ayırdılar vatandan, ev barkımız hayvandan. Ayırdılar meftadan, ana baba kardeşten. Çok kurlandık, kıynaldı, ilak oldu çok canlar. Aylar geçti, yıllar geçti. Kırım Tatar ep ağlay. Gramıkı aşıktı. Şaşmaladı, şaşıldı. Gazet ağa yazdırdı, yüzümüzünü kızarttı. Kırım Tatar milleti bu dünyada yok dedi. Yok degeni yok oldu. Millet adını buldu. Çok sağ olsun Gorbaçov millet adını taptırdı. Böyle millet var dedi Kırım Tatar Hanlığı.